Okay, the implications that we've looked at so far concerning the fall of Итак, man. какие вот выводы мы можем сделать на этот момент касательно грехопадения человека? Not stated explicitly, but an implication is the origin of evil. Может быть, оно не утверждается прямым текстом, но мы можем сделать такой вывод насчет происхождения зла. A little bit clearer is the nature of sin. Также нам немножко яснее стала природа греха. Nature of sin is rebellion. Природа греха – это бунт. Doesn't have to be the extreme idea of sin that sometimes our culture thinks about. И это не обязательно какие-то экстремальные, радикальные представления о грехе, которые есть у нас и в других культурах. It's something that every human has done, rebelled against God's word. И речь идет о чем-то, что делал каждый человек. Это бунт против Божьего Слова. And it's very, very important to realize and to proclaim that evil is bounded. И очень важно осознавать, очень важно провозглашать тот факт, что зло ограничено. And especially to stress that to the unbeliever, because in the unbelieving world, evil just exists. Evil is bounded, so it's restricted and limited, or it's bound in. No, it's Да. restricted and limited. Да, и очень важно это говорить особенно неверующим людям, которые живут в окружении, где много зла. In the unbelieving thinking and mind and world, В мировоззрении, в мышлении неверующего человека evil is just part of what exists. It always has been there, always will. зло это просто часть того, что есть в мире, да, это часть нашего мира, оно всегда было и будет. So the unbelieving world has no resolution or no hope for resolution of evil. Поэтому у неверующего мира нет никакого решения проблемы зла и даже никакой надежды на какое будущее. It's only the Bible that says evil has a beginning. God's going to deal with it through history. И только в Библии говорится, что у зла есть начало, какая-то точка отсчета, и Бог разберется со злом на протяжении истории. In fact, God reveals in His Word that He has dealt with evil in time. И Бог уже являл многократно в своем слове, как Он решает проблему зла в течение земной жизни людей. And the Bible predicts that God will ultimately resolve the issue of evil. И Библия предсказывает нам, что в конечном счете Бог окончательно решит проблему зла, Он разберется с этим. And the point to make is that only the Bible has a resolution of evil, for evil. И что я хочу на чем что подчеркнуть, что лишь в Библии есть решение проблемы зла. I mentioned that you can view world history as a record of God dealing with evil. Я уже упоминал, что вы можете рассматривать всю мировую историю как то, как Бог постепенно разбирается с проблемой зла. And history will end, world history will end with God completely resolving the issue of evil. И мировая история закончится тем, что Бог окончательно разрешит этот вопрос. Let's also look and conclude our implications with the effects of sin. И также мы с вами рассматривали вот эти все заключения, все эти выводы, и мы заключили тем, что у греха есть результаты, последствия. Another thing I want to stress is those effects are radical effects. И на чем я хотел бы подчеркнуть, что заострить, то, что эти результаты, они радикальные. And I want to stress the idea that those effects of sin not only affected mankind, И я хочу сделать особый акцент на том, что последствия греха и зла коснулись не только человечества, but in fact affected all of the universe, all of the creation. но затронута этим оказалась вся Вселенная и все творение. And you might keep your finger in Genesis 3, but turn to Romans chapter 8. И заложите, пожалуйста, как-то пальчик на Бытии 3 главе, но тем временем пролистните, или промотайте в вашем софте на Римлянам 8 главе. In Romans chapter 8, we have a reference to Genesis chapter 3. В Римлянам 8 главе мы видим
отсылку, упоминание Бытия 3 главы. And Paul gives a little bit of commentary on this idea of the effects of sin. И Павел дает небольшой комментарий вот этой идее о последствиях влияния греха. In fact, let's read that passage. И давайте прочитаем этот отрывок. Let's see, I think Bobo was the last one. Katya, why don't you read verse 19, Romans 8. Римлянам 8 глава, 19 In стих. fact, start in verse 18 and then Даже read с 19. 18 начнем, с 18-19. Ибо думаю, что нынешние временные страдания ничего не стоят в сравнении с той славой, которая откроется в нас. Ибо творение с надеждой ожидает откровения сынов Божьих. Дальше. Okay. Okay, now he's dealing, you read through 19, right? Yep. Okay. He's dealing with the suffering that all of us experience. И теперь Павел говорит о тех страданиях, которые переживаем все мы. But he's saying that suffering is going to come to an end. It's temporary. Но он говорит, что эти страдания когда-то закончатся, они временные. And in fact, in Christ, we anticipate glory and release from suffering. И вообще-то во Христе мы ожидаем грядущей славы и освобождения от страданий. This is that idea of evil being bounded, but it's just the Bible that tells us this. И вот в этом, собственно, идея, да, того, что зло ограничено, как минимум во времени, и только в Библии такая идея нам излагается. And the suffering we go to now it's like nothing compared to the glory we'll experience in the future. И страдания, через которые мы проходим сейчас, это просто ничто, это семечки по сравнению с той славой, которая у нас будет в будущем. But notice in verse 19, even the creation desires or longs for, as it says in the passage, Но for обратите release. внимание, что в 19 стихе и даже творение с надеждой ожидает вот этого грядущего избавления, этого грядущего освобождения. So even birds and even inanimate objects, the whole creation is eagerly waiting, it says. Даже вот птички, рыбки и какие-то даже неодушевленные объекты, они с надеждой и с нетерпением ожидают вот этого момента. It awaits a time when we will be revealed in our essence of who we are in Christ. Они ожидают того времени, когда мы будем окончательно искуплены, явлены вот, в совершенстве в том, кто мы есть во Христе. Yulia, read verse 20, Юля, почитай, пожалуйста, 20 стих, Romans 8. 8 главы. Все сотворенное Богом было осуждено на смертность, не по своей воле, а по воле Бога, но была надежда. Okay? Notice the creation or the natural realm. Обратите внимание, что на вот, так сказать, твари или творение, вообще естественный мир, The natural realm was subjected to futility. естественный мир, природа, творение были покорены суете. In other words, the natural realm was put in a position of emptiness or basically a negative state. Иными словами, естественная среда, природа, физический мир были как бы покорены, то есть оказались в состоянии пустоты, не по своей воле, в состоянии очень негативном и плохом. In other words, the natural realm has not always been in that state. И иными словами, природа и естественный мир не всегда находились в таком нехорошем, пустом состоянии. He's referring to what we'll look at in Genesis 3 when God has cursed the earth. И здесь апостол Павел ссылается на Бытие 3 главу, когда Бог проклял землю. What he's describing in verse 20 is what scientists have called the second law of thermodynamics. И то, что описывается в 20 стихе, ученые в свое время назвали вторым законом термодинамики.
So the creation was put in subjection to this law of nature. И творение оказалось покорено, то есть оно оказалось в подчинении вот у этого закона природы, второго закона термодинамики. I don't think that this second law existed before the fall of man. И я не думаю, что этот второй закон существовал до грехопадения человечества. That's what I mean when we talk about science, as we did earlier. И вот что я имею в виду, когда говорю вот о науке, как мы упоминали ранее. The laws of nature have not always been, in other words, they're not eternal. Законы природы не всегда были такими, как есть. Они не вечные. Here's an example of one that God instituted in time after the beginning, after the creation. И вот этот пример закона, который Бог установил уже после начала всего, после сотворения. So I see God almost like turning on a switch that turns on the second law of thermodynamics. Я вижу, как после грехопадения Бог просто повернул рубильник или там выключатель, который включил ввел в действие второй закон термодинамики. In fact, all of the creation was affected. This is just an example of a broad-based concept. И на самом деле все творение подверглось его влиянию, и это как бы творение здесь, тварь очень такой широкий термин. Вся природа. In fact, every science, it's not just physics, but every science has the effects of the second law of thermodynamics. И поэтому все сферы исследования науки, они подверглись влиянию второго закона термодинамики. Now in verse 21, he's going to expand that statement, in fact, complete it. И в стихе 21 Павел расширяет и вообще-то завершает это утверждение. It's the last part of the sentence that starts in verse 20. Oleg, you want to read Это вторая часть предложения, начавшегося в 20 стихе. Олег, прочитай, пожалуйста. Ще й саме створіння буде визволене від рабства зотління на свободу слави дітей Божих. Okay, the creation itself is going to be changed in the future. И творение, само по себе природа изменится в будущем. Right now it's in subjection to this negative law of science. В данный момент творение и природа, они находятся как бы под властью, они покорены этому негативному очень закону научному. From this slavery to corruption, that's the second law of thermodynamics. И вот то, что творение будет освобождено от рабства тлению, это вот рабство тлению, тот самый второй закон No термодинамики. changes in the laws of nature at any time. Светские ученые не допускают изменения законов природы ни в какой момент. The Bible seems to indicate that there are changes. Но Библия, похоже, показывает, что такие возможны изменения в законах природы. It's God's creation. Это Божье творение. He can modify it as he sees fits to fit the plan that he has. И он может, так сказать, немножко тюнить, изменять свое творение, если он считает это нужным в данный момент. So this is a key passage that indicates this concept of the changing environment, the changing world in which we live in. И вот это ключевой отрывок, который говорит нам об изменении окружающей среды, об изменении той обстановки природной, в которой мы живем сейчас. The last part of verse 20 emphasizes that it is Him who subjected it. In other words, God is the one that turned on the second law. И последняя часть 20 стиха говорит о воле покорившего ее. Иными словами, речь о том, что именно Бог включил в действие этот закон. Именно Он покорил творение вот этому закону, суете. Okay. Vlad, why don't you read verse 22? Влад, прочитай, пожалуйста, 22 стих. Ибо знаем, что вся тварь совокупно стенает и мучится до ныне. Okay, it's just describing just this agony, this corrupting effects. И здесь просто описывается вот эта агония, вот этот разрушительный эффект, разрушительные последствия. And the whole creation is under it. The whole universe, you would say. И все творение, вся вселенная находится под действием этого закона. And God instituted it as a judgment on that first sin. И Бог установил этот закон как часть суда за вот этот первый грех. So that first sin of man had effects not only spiritually, И поэтому первый грех людей оказал не только духовное влияние на них, but it had effects on the entire universe. но последствия этого греха сказались на всей вселенной. Now, what I want to show is Genesis 3 gives us a little detail concerning this corrupting or this
of degeneration. И я покажу вам ниже, что Бытие 3 глава указывает нам на некоторые детали вот этого разрушения, тления, суеты. So let's take a look, first of all. И давайте вначале рассмотрим, Let's read verse 14 in Genesis chapter 3. в 3 главе прочитаем 14 стих. Katya, read 14. І до змії сказав Господь Бог: за те, що зробив ти оце, то ти проклятіший над усю худобу і над усю звірину польову. На своїм черві будеш плазувати, і порох ти їстимеш у всі дні свого життя. Okay. The sin of mankind had an effect on the serpent. Грех человечества оказал влияние на змея. So let me ask you the question. Разрешите задать вам вопрос. Is it only on the serpent? Речь идет только о змее? No. Like the kind of reptile? А? Звери полюбили. Probably the all livestock and the wild animals. Yeah, it says more than. In other words, the serpent is cursed. То есть, похоже, говорится о чем-то большем. Иными словами, змей проклят. But not only the serpent, but other creatures as well. Но не только змеи, но и все остальные живые создания. Refers to the cattle and also every beast of the field. Упомянуты скот и все звери полевые. So I would say all of zoology is affected by the fall of man. И я бы сказал, что весь вообще, как мы говорим, фауна, да, весь животный мир оказался под последствиями человеческого греха. And obviously the serpent, attention is called to the serpent. Ну и очевидно, здесь в этом стихе особое внимание на змея. What about verse 16? We'll save verse 15 for a minute. Что по поводу 16 стиха? Давайте 15 прибережем на какое-то время, но 16 стих. Что мы Oh yeah, you want to read verse 16? Оля, почитай, пожалуйста, 16 стих. Женщине сказала: умножая, умножу скорбь твою в беременности твоей. В болезни будешь рождать детей, и к мужу твоему влечение твое. Он будет господствовать над тобой. Is the woman affected physically? Оказал ли грех физическое влияние на женщину? Yeah. Specifically speaks, for the first time, she's going to experience pain in childbearing. Her body is affected. Вполне конкретно здесь сказано первый раз, что ее тело подвергнется определенным изменениям, и теперь ей будет больно рожать. Now, I think not just the woman's body, but I think men's body would be affected as well. It doesn't specify. Но с моей точки зрения, хотя здесь об этом четко не сказано, но и, мне кажется, и мужское тело подвергнется определенным изменениям. But men suffer pain as well, not in childbirth, but they experience pain. Мужчины тоже испытывают боль, может быть, не при родах, конечно же, но по разным другим поводам. The reason it speaks of the woman in childbirth is because that is the main area that God has prepared for her in terms of fulfilling her purpose. И, как мне кажется, почему здесь особым образом упоминается рождение детей, потому что это ключевая цель, ключевая задача женщины, которую указал Бог в изначальном замысле. So what I'm pointing out is all of the laws of nature have been affected. Zoology, anthropology. И что я хочу показать, что все сферы природы были тем или иным образом затронуты. Зоология, животный мир, антропология, люди. It doesn't list every law or every area of science, but at least it calls attention to some of them to bring us to a conclusion. Здесь не перечисляются все законы природы, но перечисляются некоторые последствия, чтобы помочь нам сделать этот вывод. And we can conclude from the Romans 8 passage that all of the creation is affected, so every branch of science is affected. И из Римлянам 8 главы мы можем четко увидеть, что последствия коснулись всего творения, и таким образом все сферы жизни получили те или иные проблемы вследствие греха. Let's skip down to verse 17. И давайте в 17 почитаем. Sasha, do you want to read that one? Адам же сказал: за то, что ты послушал голоса жены твоей и ел от дерева, о котором я заповедал тебе, сказал: не ешь от него, проклята земля за тебя,
со скорбью будешь питаться от нее во все дни жизни твоей. Okay, what area of science is in view in verse 17? Какая сфера науки, какая сфера жизни в 17 стихе? А? Биология. Botanics, No, not that еще. one. Geography, agriculture, еще версии. No. Что ты заканчивал? Изменение земли, земля это The биография. ground. Geography. Это не я. А? Землеграфия. Не-не-не, я говорю про то, что ты заканчивал. Что ты заканчиваешь? Let's call it geophysics. Maybe The earth. физика, да. Значит, The earth itself. maybe even economics. Could be, yeah, including economics, Да, yes. включая экономику тоже. And including И agriculture, включая сельское хозяйство. but more broadly, all of the earth itself. The earth is cursed. Если более широко взять, то вообще вся земля проклята. And scientists see the effects of the second law of thermodynamics everywhere on the planet. И ученые видят последствия и влияние второго закона термодинамики везде, по всей планете. Okay, what about 18? Let's read that one. Let's see, Ira? Is it Что насчет 18 стиха? Ира, да? Тернии в полочке произрастит она тебе, и будешь питаться полевой травой. Okay, that one's clear. What? Тут все ясно. What area of science? Какая сфера? А? Botanics. Yeah, botany. All of botany is affected as Ботаника, well. растительный мир. There's a transformation in all of the plant life. То есть произошла какая-то перемена глобальная во всей растительной жизни. Because this is part of the curse, we'd have to say that before the fall of man, there were no thorns and thistles. И поскольку это явно часть проклятия, то мы можем предположить, что до грехопадения не было сорняков, и бырея, и тернии, и волчиц. What about verse 19? Что насчет 19 стиха? Костя. Костя. Уходи свого лица, та їсти наш хліб, аж поки не вернешся в землю. Познає ти взяти, бо ти порох, і до пороху повернешся. What area does that involve? А о какой сфере здесь говорится? Господарство. По очереди. Господарство. Сельское или так? Все. Agriculture and economics. Что Yep, еще? that would include it. Да, это тоже включается. Что еще? Broadly, go ahead. Смертология. Deathology. The what? Deathology, maybe medicine. Oh, okay, yeah, absolutely. Medicine, you can include medicine. Можно включить медицину тоже. One thing that I note here is physics itself, all of physics. И что я хотел бы сказать, что вообще вся физика. But I'm going to add medicine to my slide as well. Yeah, Yeah. all the whole medical field. Наверное, добавил бы и медицину на мои слайды. Вся медицинская Toil, сфера. sweat, death, and particularly the second law. И особенно, да, второй закон термодинамики. And these are just what are noted in the text. И это то, что мы видим в тексте. And we could even add some of the other subcategories to these as well. И мы здесь можем добавить еще какие-то другие. Point I'm making is the fall of man did not just have an effect on man himself, it had an effect on the whole creation. И что я пытаюсь донести, что грехопадение человека повлияло не на него лишь одного, но на все творение. We're living in a world that is radically different from the world that God created. That's very, very important. И мы живем в мире, который радикально отличается от того мира, который создал Бог. Это весьма-весьма важно. And that's very important even in terms of the study of science itself. И это весьма важно, даже когда мы говорим об изучении самой науки. Does that make sense here? Достаточно ли это Okay. ясно и логично? Now, all of the institutions, the divine institutions that God instituted are also affected. И все те установления, которые создал Бог, они также подверглись последствиям и влиянию греха. So the fall of man had not only physical effects, but it had social effects and had family effects. Поэтому грехопадения оказались не только физические последствия, но и социальные и семейные. All relationships are affected by the fall. Все взаимоотношения, они испытали урон и ущерб из-за грехопадения. Remember the first divine institution we talked about was marriage. Помните, первое божественное установление, о котором мы говорили, это был брак. Marriage is affected. Брак понес урон.
The biggest struggle that couples will have is struggle with fulfilling the roles that God has instituted. Самые большие проблемы, которые будут у семейных пар, это проблемы с исполнением тех ролей, которые Бог установил. Women resist the concept of submission. Женщины противятся этой концепции подчинения. None of you women, right? Ну, наверное, мы говорим про каких-то других женщин, там где-то далеко, не про вас, сестры. No, not at all. Men don't want to lead. They don't want to be the spiritual leaders. None of you men, right? Мужчины не хотят руководить, они не хотят быть духовными руководителями, лидерами в семье. Но это тоже не про вас, братья, это про каких-то других там мужиков. And what does our culture tell us? И что нам говорит наша культура? Women, take leadership. Женщины, берите власть, берите руководство. Men, submit to your wives. Мужчины, подчинитесь своим женам. Our culture gets everything twisted and distorted. В нашей культуре все искажено и извращено. So the marriage roles, this is where conflict comes. И брачные роли искажены, из-за этого происходит конфликт. Except for you guys, right? You don't have any conflicts, no? Конечно, вас это не касается, друзья, у вас никаких конфликтов нету. We are holy. There's a desire for women to control men. То есть, когда вот это влечение, то речь идет о желании женщины контролировать мужа. That's what it says about the woman here. Your desire will be for him and to control and to dominate. То есть, вот здесь об этом говорится, да, к мужу твоему влечение твое, что у тебя будет желание контролировать мужа и доминировать над It's ним. going to be difficult to make a living. You're going to have to work hard, sweat. Также будет трудно зарабатывать себе на жизнь, надо будет очень усердно трудиться в поте лица. Fall of man had an effect on marriage, a drastic effect. Грехопадение очень явно и очень оказало очень трудные последствия для семьи, для семейной жизни. Later on through Scripture, we see that man always distorts, even the holy men of the Bible. И позже мы видим, что distorts marriage. Да, мы видим, что даже самые святые мужи Библии, они очень сильно искажали вообще многие вопросы в браке. То есть, remember even David, the man after God's own heart, the king after God's own heart. Да, и даже там у Давида, мужа по сердцу Божьему, колоссальные проблемы в семейной жизни. Many wives committed adultery. Да, там многоженство, прелюбодеяние. Abraham. Да, Авраам. Solomon. Элкана. Yeah. Соломон. Yeah. We distort. So the family is distorted as a result of sin. Мы искажаем очень много, и потому мы видим, что и в семьях начинается вот это вот искажение и разрушение из-за греха. The whole issue of divorce and separation, problems in marriage. Вся проблема вот, развода и разделения и проблем в браке. Radical effects of that first sin. Все вот это радикальные последствия того первого греха. And the family as well. The whole family is affected, not just husband and wife. И также вся семья окажется под влиянием этого, не только муж и жена. What happens in the family of Adam and Eve later on after they have children? Что случилось в семье Адама и Евы позже, после того, как у них появились дети? What's one of the few things that is recorded about the children of Adam and Eve? Что, как бы, одна из таких вещей, упомянутых о детях Адама и Евы? Что там случилось? The murder. Yeah, we have the first murder. Мы видим первое убийство уже. Within the family, brother killing brother. Уже в семье брат убивает брата. And later on we have attacks on the seed of the woman. И уже чуть позже мы видим, начинаются нападки, атаки на семя жены. In fact, that first murder is the first attack. И вообще-то вот это первое убийство, это и есть первая атака. So all of the divine institutions that were created before the fall are radically damaged now. И потому все божественные установления, созданные еще до грехопадения, они сейчас терпят колоссальный урон. I use this chart to illustrate the radical effects, first of all, of the first sin. И я использую эту таблицу, чтобы показать вот эти радикальные последствия, во-первых, вот этого первоначального греха. I'm going to use the same chart later on when we talk about the flood.
И я буду использовать ту же таблицу позже, когда мы заговорим о потопе. I've already been mentioning that there were some radical effects on the creation after the flood as well. И я уже упоминал, что будут радикальные последствия для творения также и после потопа. So God created all things very good. Итак, Бог создал все в мире, все творение весьма хорошее. The fall of man disrupted that very good creation. И грехопадение человека, оно разрушило, оно негативно повлияло на вот это первое весьма хорошее творение. The Bible doesn't give us a time frame, but it's very short. On this chart, it's a little distorted. Библия не дает нам как бы точной временной шкалы, но мы видим, что грехопадение случилось, скорее всего, вскоре после сотворения. Maybe I should draw this line something like this. И на графике оно немножко искажено, может, мне даже вот так надо было нарисовать. Just right, not long after creation, we have the first sin. То есть совсем вскоре после сотворения мы видим первый грех. But what happened here is now all of the universe is affected. Что случилось дальше? После грехопадения все творение испытало на себе последствия. First sin brought the curse on the entire universe. Первый грех принес проклятие на всю вселенную. Later on, we'll talk about the flood and the Noahic covenant. This kind of represents a Noahic covenant. Чуть позже мы поговорим про потоп и про Ноев завет, и вот это вот здесь стрелка указывает нам на действие Ноевого завета. You can't quite tell from the drawing here because this overshadows it, but actually this goes like here. Ну, может быть, тут не так явно, но тут вообще-то вот. So this period of time is different from this period of time. Поэтому тот период времени, вот этот, он отличается от The следующего. curse is going to go over here, and then it's eliminated. И проклятие потом, вот оно будет действовать здесь, а потом будет устранено. We'll come back. This is millennium, This is the yes? kingdom. Да, это царство, если что. Это искривление графика, это лишь для того, чтобы вписать слова. No, it's not Речь не идет о том, the что scale. как-то постепенно как бы последствия эти внедрялись. This line really, if you were to put it to scale, it would be like this. Вообще, если как бы линию ставить, то она And вот you have такой должна быть. little space in there, but you know. То есть очень хорошо все было, очень маленький промежуток времени. Right. Как оно и часто случается. Can't put it to scale. So, radical effects. Итак, радикальные последствия. Oops. Now, this passage doesn't end on a negative note. Но этот отрывок не заканчивается на печальной ноте. In fact, we have the basis for God restoring all things. На самом деле мы здесь уже видим основание для того, как Бог все восстанавливает. And particularly the restoration in terms of salvation. Ну и особенно речь идет о восстановлении в вопросе спасения. And what we would say, let's look at verse 15, salvation, I think, is decreed, and there's coming a Messiah. И давайте сейчас рассмотрим 15 стих. Как мне кажется, именно здесь провозглашено спасение, и тот факт, что спасение придет через Мессию. That's verse 15. Стих 15. We skipped that verse, let's come back to it. Мы пропустили этот стих, давайте сейчас к нему вернемся. Bova, read verse 15. Вова, прочитай, пожалуйста, 15 стих. It's part of the curse on the serpent. И это часть проклятия на змея. И вражду положу между тобою, между женой, между твоим потомством и между ее потомством. И он будет разить тебя в голову, а ты будешь разить его в пяту. Okay. That verse by itself is also a summary of world history. И этот стих сам по себе также своего рода сжатое изложение мировой истории. 3:15 in Genesis will not be completed or be fulfilled till the last event of world history. Бытие 3:15 не будет исполнено до конца, вплоть до последнего события мировой истории. There's a couple of parts to that verse here. First of all, he will put enmity between you
В этом Who's the you? стихе есть несколько частей. Первое это то, что вражду положу между тобою. Тобою это кем? It's God speaking. Who is the you? Говорит Бог, а кто ты? Serpent. The serpent and the woman. И тобою и между женой. And between your seed and her seed. И между семенем твоим и между семенем ее. There's going to be a continual battle. There's going to be a continual struggle. Будет продолжающаяся битва, продолжающееся противостояние. For the rest of time, the rest of history. Вражда на протяжении всей остальной истории. There's going to be a spiritual battle between the woman and the spiritual forces behind the serpent. И будет духовная брань между женщиной и между теми духовными силами, которые стоят за змеем. And even in a physical way, women have a fear and a problem with serpents. Ну и даже в физическом мире мы знаем, что вообще женщины как-то порой сильно боятся этих But I змей. think it goes beyond that. I think this is far-ranging. This is big. Но я думаю, что это обетование куда как бы больше охватывает и уходит далеко за пределы просто страха женщин перед змеем. Now the passage is not clear here, but if you put together the rest of the Bible, it makes 15 make sense. И отрывок, конечно, сам по себе не очень ясный, но если вы вспомните вообще всю остальную Библию, то тогда он вполне здесь уместно звучит. So the middle of verse 15, between your seed and her seed. И в середине есть фраза между семенем твоим и между семенем ее. And then he says, and he shall bruise you on the head. Who is the he? И дальше говорится оно, или в английском он будет поражать тебя в голову. В еврейском тоже, да? In this context alone, who is the he? What Что is it здесь referring to? оно или он? Seed of the woman. The seed of the woman is going to inflict a fatal blow on the serpent, or on the one behind the serpent. Семя жены нанесет смертельный удар змею, либо тому, кто стоит за змеем. There's going to come a descendant of the woman. Произойдет потомок от женщины, от Евы. In fact, she thinks it might be Cain, Ну, because that's her first son. а вообще-то сама Ева думала, что это может быть Каин, потому что он был ее первым сыном. But that one seed or that one descendant is not going to come for a long period of time. Но вот это семя, этот потомок придет ненадолго. And it comes with the Messiah. The Messiah will be the seed. He is the ultimate seed of the woman. И он придет не скоро, и понадобится время, пока он придет, и это будет Мессия, семя жены. We believe that Jesus was that seed. И мы верим, что именно Иисус, он был тем самым семенем жены. Throughout history, there has been attack on the descendants and the line of the woman, just as it says here. Всей истории, как здесь сказано, были постоянные атаки на потомков и на вот эту родословную линию жены. It's not clear in the passage, but what Jesus did on the cross gave a fatal blow to Satan himself, the one behind the serpent. Из данного отрывка, может быть, не настолько ясно, но то, что Иисус сделал на кресте, нанесло смертельный удар змею, и, точнее, тому, кто за змеем стоит, сатане. So I see the he as the Messiah who will bring a resolution to the problem of evil. И я верю, что вот он, или оно в данном нашем переводе, это Мессия, который окончательно принесет вот это решение проблемы. Now Satan continues to do his work even after the crucifixion. И сатана продолжает делать свои делишки даже после распятия. So this work will not be completed until the end of world history. И этот труд не будет Satan's work, you mean? Yes. Да, и дела сатаны не закончатся вплоть до самого конца мировой истории. Well, God's work of resolving the problem of evil as well. Точно так же не закончится и Божий труд по решению проблемы зла до конца мировой истории. The last part of verse 16, yet your desire shall be, let's see, wait a minute. He shall bruise you on the head, and you shall bruise him on the heel.
И последняя часть стиха 15, оно будет поражать тебя в голову, а ты будешь жалить или поражать его в пету. Satan is going to bruise the seed of the woman or the descendant of the woman Сатана ужалит, поразит семя жены. on the heel. That's not a fatal blow, a fatal injury. В пету. И в пету это все-таки не смертельное ранение. Не смертельная рана. I think it's an allusion to the death and resurrection of the Messiah. И я думаю, что здесь уже такая своего рода аллюзия на смерть и воскресение Мессии. Now, like I say, in Genesis 3:15 by itself, it's not clear, but with the rest of Scripture, I think this is what it's speaking of. И как я уже говорил, само по себе Бытие 3:15 кажется довольно неясным и туманным, но если мы включаем все оставшееся Писание в картину, то тогда все становится на местах. In fact, theologians call 3:15 the proto-evangelium. И богословы даже называют Бытие 3:15 протоевангелием, первым Евангелием. What they mean is this is the first announcement of the gospel. Иными словами, они считают, что вот первое провозглашение Евангелия, оно уже прямо здесь. And that God is going to deal with the problem of sin. И что здесь есть обетование, что Бог решит проблему зла. Now let's skip down to verse 20. И давайте немножко вниз перейдем к стиху 20. We read verse 19, but let's read verse 20 now. 19 мы прочитали, давайте 20 прочитаем. И нарек Адам имя жене своей Ева, ибо она стала матерью всех живущих. Okay. Now, what do we have here? Remember, we've talked about naming before. Что мы здесь видим? Помните, уже раньше мы говорили об именовании. What were the two things we said about the naming, particularly in the early chapters of Genesis? Две вещи мы говорили о давании имени, особенно в первых двух главах книги Бытия. So naming requires the ability to seek key characteristics. Yeah, to seek characteristics. Да, умение видеть характеристики. И второе, authority, power. And sovereignty or rulership. Да, владычество, власть, суверенная власть над тем или What we have here is Adam is recognizing he has the intelligence to understand what's going on in this situation. И что мы видим? Все-таки у Адама хватает достаточно здесь мозгов, интеллекта, чтобы понять ситуацию, что происходит. He gives Eve, or the woman, the name Eve because it has significance way beyond Adam and Eve. И мы видим, что Адам дает жене имя Ева, и значимость этого, она намного превосходит жизнь самих Адама и Евы. Eve is going to be the mother of all living. She's going to have many descendants and many descendants after her, after that. Ева станет матерью всех живущих. У Евы будет много потомков собственных и много потомков еще от ее потомков. God said, "You shall surely die." Бог сказал, что вы смертью умрете 100%. But Adam sees life. Но Адам увидел проблеск жизни, свет в конце тоннеля. This passage expresses, it's not clear, but I think it expresses something in Adam. И этот отрывок, может быть, не очень ясно, но указывает нам на что-то в Адаме. Он увидел жизнь впереди. What do you think it expresses in Adam? Как вы думаете, что это выражает нам в Адаме? Надежда. Hope. Hope? More than hope. Но даже больше, чем надежда. Faith. Вера. He's trusting in the promise of 3:15. Он положился на обетование, данное в Бытии 3:15. And the expression of his faith, he sees that there's salvation available for Eve and there's salvation for himself. И как выражение этой веры он вот дал Еве имя, и это выражает, что верую в тот факт, что спасение доступно и для Евы, и для него. God promises that he will resolve the problem of evil. И Бог пообещал, что Он решит проблему зла. The problem of death needs to be resolved. Проблему смерти надо как-то решить. Adam may not know how, but he trusts that God is going to resolve that issue. И Адам, может быть, не знал, как она решится, но он полагался на Бога в том, что он разберется с вопросом. Now let's read verse 21. И давайте прочитаем 21. Юлия.
21 стих, Юля, да. И сделал Господь Бог Адаму и жене его одежды кожаные и одел. Okay, verse 21. Again, it doesn't give us a lot of detail, Опять же, в 21 стихе не так много у нас деталей, but it's God that gives garments. но Бог дал им одежды кожаные. This is a picture of salvation. И это образ спасения. Salvation is by faith and faith alone. Спасение дается по вере и лишь по вере. Faith in the provision of God. По вере в то, что обеспечивает Бог. And God gives garments as a token of salvation. И Бог дает одежды кожаные, как своего рода символ спасения. Now, Знак спасения. where does the skin or the garments of skin come from? Вопрос на миллион. Откуда взялись кожаные одежды? Some animals should be kept. The sacrifice of an animal. Жертвоприношение животного. Жертва животного. Now, Adam and Eve had never seen the bleeding and the dying and the suffering of an animal. Адам и Ева никогда не видели, чтобы животное истекало кровью и умирало и страдало. And God, I think, right in their view, probably cuts the throat of maybe a lamb. И я думаю, что Бог прямо, как мне кажется, в их присутствии перерезал глотку, может быть, какому-то там ягненку невидному. At least the text implies that there must be a sacrifice in order to get the skin. Ну, по крайней мере, текст подразумевает, что для того, чтобы получить кожаную одежду, нужна какая-то жертва, нужно кого-то убить. So the provision of what God has decreed is a resolution to sin. И вот Бог обещает в своем установлении, что Он решит проблему греха. Adam believes in that provision. И Бог верит в то, что Бог обеспечит решение этой проблемы. And God makes a provision by sacrifice. So sacrifice is important in terms of И salvation. Бог обеспечивает необходимую для этого жертву. И жертвы весьма важны в контексте спасения. And in this case, it's an animal. It's a substitute for the death of Adam and Eve. И в данном случае в жертву принесено животное. И это как бы заместительная жертва за грех Адама и Евы. And the last part of verse 21, he clothes them, and the clothing is a picture of God imputing righteousness. И в заключении 21 стиха мы видим, что Бог одел Адама и Еву в эти одежды, и одевание кого-либо это образ, символ вменения праведности. So in this passage we have all of the major elements. We have the basis for the doctrine of salvation. И в этом отрывке мы уже видим все основные элементы, все ключевые элементы доктрины спасения. And we won't read the last two verses or last few verses there, but they are expelled from the garden. Мы не будем уже читать последние 3 стиха, но они изгнаны из сада. And that is to protect Adam and Eve. И это сделано с целью защиты Адама и Евы. And I believe that when God grants salvation, He protects us such that nothing can remove that salvation from us. И я думаю, что когда Бог дает нам спасение, Бог нас также и защищает, чтобы ничто у нас это спасение забрать не могло. Now it's a protection so that they do not eat from the tree, let's see, the tree of good and evil. Otherwise they would live forever. Tree of life. Tree of life, rather. Да. И защита в тексте это защита от очередной возможной глупости, да, чтобы они не съели от дерева жизни и не стали жить вечно. If they ate from the tree of life, they would remain forever in sinful bodies. Если бы они вкусили еще и от древа жизни, то они навечно бы остались в своих греховных смертных телах. So now they're cast out to ensure that they will die physically. Точнее, просто в греховных телах, и потому теперь они изгнаны, чтобы наверняка они умерли физически. And then eventually raised from the dead to live into eternity with the Father. И в конечном итоге воскресли для того, чтобы вечно жить с Отцом. So we have the protection and the basis of salvation. Итак, мы видим защиту здесь, и вот эта часть вот этих основ спасения. God is the one that initiates salvation by decree. Именно Бог
инициировал спасение, дав свое постановление. Man receives salvation by the promise, by faith in the promise of God. Там постановление, первый пункт. Лучше. Человек принял спасение, поверив в то, что Бог установил. For man, it's free by faith alone. Для человека спасение бесплатно, оно дается лишь по вере. But from God's perspective, a substitute is required, so it's very costly. Но для Бога, с Божьей точки зрения, требуется заместительная жертва. И поэтому спасение дорого для Бога. A sacrifice is required. И для спасения требуется жертва. And based on that sacrifice, salvation is imputed. И на основе этой жертвы спасение вменяется нам. And then God will protect salvation. И потом Бог защищает наше спасение, сохраняет их. Первый пункт там постановление. Постановление напишите лучше, да, там. Okay. Трудности перевода. So that is the radical effects of sin. Итак, вот это радикальные последствия, результаты греха. Death. Это And there's смерть. another implication we can look at in terms of God's justice. И еще один вывод мы сделаем позже, поговоря о Божьей справедливости. And let's go over this quickly, and then we'll take a break. Давайте быстро пройдем по справедливости, и тогда уже сделаем перерыв. Biblical foundation for justice. Библейское основание для справедливости мы видим здесь. Obviously, starting with God. Очевидно, все начинается с Бога. God's justice is an aspect or an expression of holiness. Божья справедливость – это аспект или проявление Его святости. Justice must come from God, not man. Справедливость должна исходить от Бога, а не от человека. It's preceded by God's. Wait a minute. Справедливости предшествует благодать. Preceded by God's grace. Предшествует Божья благодать. Not legalism. Не законничество. Based on righteousness. Справедливость основана на праведности. Not culture. Не на культуре. That's what our culture would say. Это, то, что сказала бы нам наша культура. It may involve retribution. Now, this isn't in the text, but we can gather that from other places. Справедливость включает воздаяние, возмещение ущерба. Мы не видим этого прямо в этом тексте, но мы это видим в других текстах. It's not unfair. То есть справедливость не является чем-то как несправедливым, или, то есть ничего не списывается просто так. God's judgment is a separating of evil. И Божий суд is separating from evil. Да. That God loves from that destroys. Да, Божий суд включает в себя отделение от зла, то есть Бог отделяет тех, кого Он любит, от тех, кого Он в итоге разрушает. So evil is not eternal. Потому и то, что Он любит, от того, что Он разрушает, поэтому зло не вечно. God is the one that resolves the issue of evil. Поэтому именно Бог решает в итоге проблему зла. So evil is not independent. God's going to deal with it. Поэтому зло не является чем-то независимым. Бог в итоге решит эту проблему. Не резолюция, а решение Бога. Okay, so let's take a break at that point, and that concludes our discussion on the fall of man. Сейчас завершим, и на этом закончилось наше обсуждение грехопадения. We'll come back and look at the Genesis flood in the last hour. Мы вернемся и рассмотрим на последнем часу потоп в книге Бытия.